Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – ничего не спрашивай, просто слушай, что видят у вас карты. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет. Кто вы, в каких энергиях вы находитесь, что вас окружает. Здесь показывает распад. У кого-то был развод, у кого-то здесь закончились отношения или сложные отношения. Здесь могут быть конфликтные ситуации в отношениях, семейные отношения. Здесь могут и семейные смотреть тоже. Женщина, которая сделала сама себя, женщина, которая выросла, уже не девочка, здесь не наивный взгляд. Здесь уже такая дама, у которой есть качества, которые уже проработанные уроки. Старайтесь меньше допускать каких-то ошибок. Здесь вы работали над собой, дабы их не совершать, эти ошибки. Здесь достижения какие-то ваши есть. Вы можете все на сегодняшний день. Вы можете пользоваться, опять-таки, какими-то своими знаниями, используя что-то во имя чего-то. Мастер своего дела. То, что вы умеете это мастерски. Возможно, даже это рабочая деятельность, рабочие какие-то процессы. Здесь человек, который перешел сейчас в другую сторону себя. Вы уже не та, которая в прошлом, даже вчера. Изменились какие-то, даже, я бы сказала, мысли ваши. Здесь уже нет таких каких-то, вы знаете, наивных надежд. Здесь уже есть цель, не вижу препятствий. Старайтесь поменять. Здесь может быть и трансформация. Или человек уже прошел трансформацию, но здесь трансформация прошла болезненно по башне. Да, где было какое-то разрушение. Здесь кто-то от кого-то даже ушел или от чего-то ушел навсегда, оставив в прошлом. Есть какие-то все же обиды. Здесь есть какое-то, даже вы сами себя отчитываете за вот это вот прошлое. Да? Возможно, кто-то может думать, что я сделала какую-то ошибку, совершила ошибку, притом здесь момент того, что вы же стали за счет этой ошибки лучше. Посмотрите-ка. Ваше положение лучше. Вы вообще женщина, которая не боится на сегодняшний день ничего. Все, что надо, уже боялась, да, то есть и это переболелось. Здесь женщина, которая отпустила какую-то ситуацию в целом из своей жизни навсегда, которая начала здесь видение по-новому будущего. Здесь какая-то перемена произошла. И даже кто-то переквалифицировался на новую профессию, или же вы начали какой-то свой новый путь с какой-то идеей. И здесь человек, который всем раздает идеи. Вы раздаете идеи. Здесь внутренняя энергия такая ребенка идет. Притом, знаете, после башни, наоборот, да, здесь вот такая жесткость должна быть. Нет, все же в вас живет тот самый милый, добродушный такой ребенок, в какой-то степени озорной, в какой-то степени даже есть такая юношеский максимализм, да, жизнь продолжается, такое напутствие может быть. Здесь оптимизм есть, какая-то даже в какой-то степени свобода, вы от чего-то освободились или от кого-то освободились. Вы здесь нарушали даже какие-то границы во имя какой-то свободы. Я бы сказала, вы сейчас сама себе хозяйка своей жизни. В принципе, так у каждого, да? Каждый хозяин своей судьбы. Человек, который, возможно, о чем-то плакал, переживал в прошлом. Слушайте, здесь есть обида на кого-то. Здесь есть какая-то боль. Здесь есть какое-то
отчаяние на кого-то. Знаете, вы в ком-то могли и разочароваться. Здесь были надежды на какую-то, может быть, какая-то цель была, построить семью, например, да, там, укрепить союз, там, и так далее, неважно, получить новую работу или найти себя в чем-то. Но кто-то или вот какая-то ситуация именно, знаете, как сбила корону, или сбила вас с цели, или переубедила вас в чем-то, и в ком-то вы разочаровались. И вот, знаете, пошло все по-другому, не так, как вы это себе рисовали, планировали. Здесь много раз, я бы сказала, делали больно. Переступали вашу какую-то границу, черту. То есть кто-то, возможно, даже пользовался вашими чувствами во имя своего блага. Здесь такое уже состояние, знаете, силы. Притом вы не опустили руки, да, вы не стали как-то чувствовать себя ущербно. Вы, скорее всего, набрались сил, набрались какого-то терпения, и я бы сказала, человек поставил перед собой однозначно какую-то четкую цель и идет к ней. Здесь нету перерыва, у вас никогда нет какого-то перерыва, чтобы просто тупо, как говорится, полежать и посмотреть в потолок. Да, вы постоянно в действии. Здесь человек многозадачный, здесь человек, я бы сказала, интеллектуально очень развит. Хочется сказать, высокое IQ. Или еще здесь можно сказать то, что вы сносите голову людям, иногда вы думаете не традиционно, не классически, а вот, знаете, вы можете, например, какую-то определенную ситуацию, но посмотреть под другим углом, как это решить, как ее решить. Нестандартные какие-то пути, понимаете? И у вас получается, возможно, к вам даже прислушиваются. Знаете, вы можете быстро, резко о чем-то таком сказать, что порежет ухо, вот так вот. Остроумны очень, бываете острые, колки, в то же время выходите сухой из воды, опять-таки, по нулю. И быстро вы, знаете, вы долго не держите какие-то обиды, а возможно есть какая-то общая боль конкретно, да, которая еще держится внутри, но в целом вы обиду долго не держите, вы быстро эту энергию переливаете во что-то вот более или позитивное, или продуктивное, так это назовем, да. Я не буду дуться сегодня целый день, я найду себе занятия получше, позитивного характера, например, скорее всего. И иду туда. Все. Здесь закрыт разговор, а вот там мне весело, там мне хорошо, или там меня успокаивает. То есть вы быстро умеете перебываться, переключаться и так далее. Человек, который, опять-таки, многозадачный. Вы сразу одновременно можете выполнять несколько задач, выполнять несколько действий. Но в меру всему есть золотая у вас середина. Вы умеете дать себе время и, как говорится, поспать, отдохнуть. Но опять-таки во время отдыха вы тоже о чем-то таком думаете или чего-то учите, размышляете даже о чем-то, но о чем-то таком, то, что несет в себе пользу. Понимаете? Есть человек, который, возможно, принялся за какую-то стабилизацию своего состояния, здоровья. Здесь показывает какой-то баланс. Вы сейчас находитесь вот именно в сбалансированной ситуации. Кто-то, может быть, пережил много операций или, да, какую-то сложную операцию. Также здесь люди, которые, я бы сказала, переплюнули свое мышление, вот хотели чему-то научиться, а даже переучились этому, да, больше знаете, чем вы хотели познать. Вот так вот. Так, давайте едем дальше. Если с вами проигрывает портрет, характеристика энергии, просто послушаем карты, что они скажут, что они видят, что мы увидим. Также послушаем поток, информацию.
У вас есть такая цель определенно добиться всего или многого, чувствовать себя хорошо, беззаботно, защищенно, облагороженно, красиво, уютно, в какой-то степени даже изобильно. Чтобы все на все, как говорится, хватало, еще и оставалось. Притом здесь принято какое-то решение, правильное решение. Но есть люди, которые мешаются в вашем окружении. Вот именно, знаете, могут давать какие-то ненужные вам советы, отвлекая вас от вашего того, чего вы хотите или к чему вы стремитесь. Здесь люди однозначно борются за какое-то свое право, за какую-то свою выгоду, за какие-то свои интересы. И здесь у вас, вот знаете, как бы показывают то, что вы можете влиять на ситуацию. Вы здесь, да, не просто императрица, вы здесь император. Вы здесь рулите процессом. Вы здесь выбираете, с кем вам дружить, а с кем вам прощаться. И тут вот как раз-таки такой момент, да, что в принципе вы можете просто не слушать. Это не говорит о том, что отойти от этих людей, потому что в какой-то степени эти люди как-то причастны вашей судьбе, вашей жизни в какой-то степени. Может быть, вы с ними работаете, коммуницируете, да, по работе и так далее. Они вам в какой-то степени нужны. С другой стороны, просто не нужно слушать каких-то рекомендаций, советов, которые пытаются вам втюхать эти люди. Потому что люди в себе, здесь низкие энергии, низкие вибрации. Люди несут в себе то, что тянет вас вниз или оттягивает вас назад от тому, к чему вы идете. От вашей цели, понимаете? Здесь могут быть рекомендации именно в их благо, в их выгоду. Так, далее. Да, здесь нужно держать такой некий ровный баланс, компромисс, может быть, в какой-то степени где-то, но не нужно поддаваться на их какие-то вот удавки. Играть их игру. Карты видят у вас в рабочем моменте какие-то достижения. Здесь не будет все резко и много. Здесь показывают помаленечку. Вы двигаетесь наверх. Здесь показывают, что вот вы в чем-то очень хорошо разбираетесь. Да, вы даже, я бы сказала, больше сейчас чего-то знаете, но вы можете, знаете, как или откладывать, или не использовать пока что что-то, что вы знаете. Притом не помешало бы, да, если вы хотите ускорить процесс или усилить его как-то, рабочий момент. Здесь показывают, что вы будете... Уже сейчас что-то идет, и оно делается маленькими шажками, но в правильном направлении. Даже ваши мысли, направленные на что-то, пусть будет это рабочий процесс, здесь больше рабочего момента, он правильный. Даже если вы собрались, задумали, например, взяться за что-то еще дополнительное или пойти еще на подработку там, и так далее, это и есть момент правильного вашего решения. И не зря данная мысль вообще в целом пришла к вам. Здесь показывает вашу работоспособность. Здесь кто-то может даже вас обсуждать, как вы работаете, что вы такая своего добьетесь, чего хотите, что вы... Кстати, здесь кто-то о вас может говорить, что вы необыкновенная по работе. Да, вот какая-то молодчина. Кто-то даже говорит, что поздравляю. У вас все получается благодаря тому, что вы опытны, очень опытны. Хвалят.
кто-то даже, вы знаете, он не переживает, а вот он смотрит на вас, да, и он понимает свои какие-то ситуации, что если вот я работаю, я выгораю. Она вот работает, у нее вот как бесконечный какой-то мотор. Она не выгорает, но часом, со временем, да, может наступить момент, что она или вот как закончит эту деятельность, или остановит что-то, процесс рабочий. Или уйдет, да, но здесь больше вот как выгорание идет, остановка. Или уйдет, бросит. Здесь очень много мыслей какого-то человека у вас. Возможно, это мужчина, который вот видит вас сильную даму. И здесь очень много мыслей, думок каких-то, в какой-то степени переживаний. Но эти переживания связаны с ним самим, да? Он о себе больше переживает. Что вы настолько сильны. Это как-то может, возможно, ваша сила сказывается на нем. Ну, смотрите, когда-то он хотел переиграть. Здесь момент обмана, здесь момент каких-то эмоций у тех на стороне, да, каких-то... От вас пахнет какой-то перспективой, ресурсностью, движением, ростом. Да, вы достигаторша, вы, возможно, даже здесь мужские энергии могут у вас присутствовать. А вот здесь кто-то, вы знаете, прошелся мимо, повилял флюидами и ушел. Да, на что мужчина, возможно, соблазнился. Вот как-то так. Хотелось ему каких-то легких, забавных утех или, как говорится, поиграть в недетские игры, но тут обнуление тщетно. И там никак, и тут никак. Понимая то, что выхода нет. Здесь дама показывает, вот с которой, возможно, было общение. Здесь может быть момент какого-то измены, общения на стороне. Но вот здесь дама, да, видит в нем ноль. Ноль, без палочки. Вот так вот. Здесь вот какое-то такое, я бы сказала, этот человек не несет для нее ничего. Ничего. Да, ничего не представляет. То есть пустое место. Есть и лучшие варианты. А там же, да, вот на вашей стороне именно присутствует какая-то, вот знаете, вижу цель, не вижу препятствий. Мне не до тебя, Вася, погоди. Вот как-то так, да, и человеку скучно. И человек ищет где-то утеху, эмоции на стороне. Вот так вот. Детская позиция какая-то. Переиграть вас, стать выше вас. Но не получается перепрыгнуть выше. Хотя есть какие-то возможности чего-то добиться, но человек не пользуется. Или воспользуется временно, а потом раз, все это как сон. И пропадает. Чему-то идет и падает, идет и падает. Вот как-то так. Также здесь могут еще идти какие-то разговоры в паре о вас. Какая-то пара может вас обсуждать, ваши работы, ваши финансы. На то, как вы выглядите хорошо, значит, у вас что-то есть. Если у вас что-то есть, это финансы. А откуда же? Почему так? Да, видят вас какой-то рост, видят вас какой-то, опять-таки, перспективу. Здесь семейная, может быть, пара или пара, которая вот только-только сошлась, да, начались отношения.
или молодые. Зависть. Здесь есть какая-то зависть. Здесь есть даже, вы знаете, как огрызаться между собой в ваш адрес. Хочется сказать, вы тут избранные Богом. Притом вы можете быть даже, знаете, не верить во что-то. Вот есть какое-то желание, есть какая-то картинка. Вы хотите так, но вы не верите. Здесь вот хочется сказать, поцелованная Богом. Вот тут, знаете, такое вот как стучат. А вот вспомни ситуации, где вот ты падаешь, да, а тебя раз и выручают. Ты падаешь, тебя раз и выручают, поднимают. Это вот мы, да, а ты не веришь, что может случиться с тобой что-то лучшее. Я вижу здесь такое, как будто на вас светит свет, но вы идете и вы привыкли к этому свету. Ну, светит и светит. Да, звезды, ну, звезды. Вот определенно здесь вот как подсвечивает вам дорогу, путь, подсказывает, возможно, в чем-то. Вы в чем-то можете, знаете, сомневаться. Вот сюда ради исполнения своих целей и желаний должна присутствовать всегда вера. А здесь как бы есть желание, но такое недоверие, что это может что-то произойти. Даже не верится. И даже когда сбывается, да, у вас мозг не может справиться с доверять ли этому или это сон. Вот как-то так. Кстати, вот насчет пары, которой я говорила, что-то тоже вам подсвечивают, вот как будто бы через них тоже что-то вам подсвечивают. Может быть, даже эти качества человеческие, да, в целом. И здесь будет какой-то пример, возможно, этой пары для вашей жизни, для вас в чем-то. Вот бывает, мы смотрим на какие-то отношения, но мы для себя извлекаем урок из каких-то отношений, из каких-то чужих ситуаций, правильно? Вот здесь момент такой, что я вижу какой-то разлад на почве, но здесь что-то есть общее, возможно, даже финансы общие, да, или что-то нажито общее, возможно, в принципе, интересы, цели общие. Хотя в целом я вижу, что здесь может получиться в одночасье вот какой-то разлад или развод у этой пары, которая о чем-то говорит именно о вас. Вы, возможно, понимаете, о ком идет речь, что это за пара. Они являются для вас в какой-то степени, будут являться примером, да, или случится какая-то ситуация, которая вам на что-то подсветит. Из этого вы получите какую-то пользу из этого. Пользу. Так, смотрим дальше. Что еще видят у вас карты? Ваши какие-то блоки, ограничения. Притом вы человек такой, который иногда, бывает, сам себе вставляет палки в колеса, а потом говорит, что это кто-то виноват. Вы себе можете сопротивляться в чем-то на сегодняшний день, сейчас, в целом. Не нужно сопротивления, не нужно, знаете чего, вот этого недоверия. Это не говорит о том, что это на каждом углу нужно всем верить. Здесь себе в первую очередь. Вы себе здесь вот протыкаете колеса, на которых едете, понимаете? И у вас вот как будто бы путь из-за этого тормозится, медлит, останавливается.
Здесь об этом, кстати, вам даже и говорят. Вас кто-то подтягивает. Подтягивает или тянет. Вот вы прокололи себе шину, а вас кто-то тянет, вытаскивает. Здесь показывают, что вообще весь спектр всех инструментов, которые вы можете использовать в своей жизни, в своих успехах, каких-то достижениях, он уже есть, да, у вас. Здесь показывают знания ваши в первую очередь, ваше мышление, ваша какая-то смекалка, ваш вот какой-то определенный нрав. Вот здесь все, здесь идет даже захватывается ваша характеристика в целом. Здесь показывают продвижение какое-то будет. Но только не нужно убрать вот какое-то сомнение, какие-то, может быть, моменты, когда вы себя в чем-то сами останавливаете или тормозите. Знаете, что касаемо чего-то важного, если намечаются какие-то подписи, документация, выполнение их, отложите после, давайте возьмем, так, 20, давайте так, с запасом 20, после 27 числа, 27. После 27 вы можете подписать, потому что это будет, вот хочется сказать, твердо, или навсегда, или стабильно, или вот, знаете, практично. Долговременно. Если раньше это подписать, это вот как все распустится, да, или что-то потеряется. Вам предстоит тяжелый выбор, с которым вы справитесь, но кому-то вы перестанете доверять после этого выбора. А с кем-то вступите в какие-то отношения, общение. Здесь идет ментал, здесь идет что такое духовное, здесь идет сопротивление кому-то ради чего-то другого или ради кого-то другого. Здесь появится новая возможность обрести. Здесь может быть человек из прошлого вернется в вашу жизнь. Здесь может быть, когда люди в принципе в целом, да, подруги, друзья, кто-то из прошлого отзовется в вашей жизни. У кого-то здесь появится момент такой ностальгии, что когда-то кто-то вам нравился, да, вот появится в вашей жизни. Или же здесь может появиться в целом ностальгия, может быть, школьные года и так далее. Кто-то из прошлого. Также это может быть человек для построения отношений, тоже быть из прошлого, которого вы уже давно знаете. Да, будет выбор, но, знаете, тут вот все, что не произойдет, даже если вы не выберете, это будет другое. Или другой, или другая ситуация. Но в любом случае здесь момент положительный выходит. Опять-таки выбор остается только за вами. Да, не мне судить, что вам выбирать, судить вам. Просто говорю о том, что станет выбор, но здесь можно еще назвать этот выбор, знаете, такой роковой. Или вот все вот на чаше весов, да, или вот что-то такое сюда идет. Когда будет сложно, но здесь будет играть больше, я думаю, сердечная вот эта чакра, когда вы будете чувствовать сердцем, что ваше или кто ваш.
Я и говорю, все, что вы не выберете, будет в вашу пользу. А кому-то вы сделаете этим больно. Да, здесь чаша весов все же куда-то склонится в одну сторону, ясное дело. Я бы сказала, еще может идти ситуация, что вам не хотелось уходить с какого-то места. Вот вы держались. Здесь был, вот знаете, как зона моего комфорта. Я здесь привыкла. Но здесь может поступить такое предложение, которое вообще изменит сначала ваше мышление, может, идея, а вот потом, да, вы будете принимать решение, что пора мне, как говорится, обновить. А обновлю-ка я сегодня работку. Опа, так, знаете, встала с утра пораньше, с той самой ноги. И все, приняла решение. Притом, знаете, это решение такое, я бы сказала, на это нужно иметь стальные нервы, да, или же иметь силу воли, терпение. У кого-то даже храбрость. Но вы вот как-то резко раз, и все. Знаете, когда у нас все получается? Когда глаза боятся, а руки делают. Вот сюда прям эта фраза лепится. Вы будете понимать, давать отчет, но вы просто, знаете, как раз так, и все. И выбрала. Без всякого вот этого тягомотья, раздумывания. Притом, вы знаете, как все уравновесится, все придет в баланс или все будет расставляться вот по полочкам ровненько для вас. Здесь человек, который может даже вот своим каким-то нестандартным мышлением горы свернуть. Здесь показывают, что ваши мысли превыше ваших действий даже. Понимаете? Вот просто углубитесь в эту фразу. Эта фраза приходит с потока. Да? Ваши мысли превыше ваших действий. Скорее, вот как я еще говорю часто, как таковых проблем нет. Их нет. Они только в нашей голове. Это мысли. Если мы уберем злокачественные эти мысли, то как проблем у нас нет. Понимаете, не остается. Да? А тут то же самое. Ваши мысли могут свергать горы. Колоссальное что-то. Здесь не показывают риск, что вы чем-то там рискнете. Вы просто очень хорошо взвесите, подумайте. Вот бывают люди, перебирают вещи, и вот думают, да сейчас я все выкину. Но потом, когда начинается этот перебор, они начинают каждую вещь обтрагивать. И, понимаете, и говорят, вот, ну, это может быть мне пригодится. И опять получается тот же хлам. И получается, да, ничего и не перебрали-то. А здесь будет жесткое такое, вот как отрезало. Давайте еще посмотрим, что видят. Тогда вы будете хороши и удачны, вот когда вы почувствуете, вернее, вы на той дороге, да, вы на правильном пути. Только тогда почувствуете, когда начнутся какие-то нападки в вашу сторону. Именно люди ни с того ни с сего, как ни с той ноги встали, да, все на меня нападают. Неважно где, из разных источников. Это может быть там на работе, второй в комментариях, третий еще где-то. Вот какая-то определенная такая энергия идет, но эта энергия именно подсказывает на то, что вы все правильно делаете. Иногда бывают, знаете, как наоборот останавливает, но здесь же именно в вашем случае проигрывается
Вот такого типа подсказка, да, что вот как раз эти нападки будут подсказывать вам о том, что вы все правильно делаете. Да, это когда женщина хорошо выглядит, а вокруг нее другие дамы начинают на нее вот нападать или фыркать, ходить, в общем, так. Значит, все хорошо, все отлично. Так, едем дальше. Вот, вы правитель своей судьбы, вы сама крутите это колесо, свой штурвал и так далее. На самом деле для кого-то ваш вот этот вот поворот, куда вы повернете, что-то вы сделаете здесь вот определенно, да, такое, я вот решила сегодня вот то-то. И для кого-то это будет очень болезненно и больно, я бы сказала. Кого-то бьет по сердечной чакре, по чувствам. Вы измените, скорее всего, даже, я бы сказала, больше отношение к какому-то человеку. Человек это почувствует, человек это поймет. Здесь могут присутствовать и третьи лица. Находясь, может быть, да, в разладе с этим человеком, вы начинаете общаться с другим обществом людей, неважно, у вас, да, здесь появляется определенно какой-то круг друзей, знакомых, знакомств каких-то, отношений, может быть, или еще чего там, неважно. То есть вы куда-то склоняетесь туда, где идет именно, знаете, заряд энергии, где положительные эмоции, где вас подбадривают или вас любят. Вы туда стремитесь, а не где вас разрушают или стягивают с вас какую-то энергию, да, пытаясь вас прогнуть под что-то. Здесь, возможно, опять-таки, кого-то вы оставляете. Какого-то человека, который, возможно, предал, изменял, да, троечка, третий лишний треугольник, вводил в заблуждение, по треугольникам, может быть, шлялся. Вот так вот. Смотрим. Вам предоставят шанс на общение. А вам выбирать, опять-таки. Будете общаться с кем-то активно, переписываться, может даже созваниваться, да, встречаться. Здесь момент не заигрываться. Особо, потому что здесь, знаете, вы можете какие-то дела, извините, похерить, вот так вот, из-за каких-то загулялась или переотдыхала там, да, вот чего-то такого. Потому что вы что-то делали, и внезапно из-за приятных каких-то эмоций, может быть, и розовые очки, вы вот как-то это забросите, чего не стоит вообще делать. Подумайте очень хорошо. Вот прям подумайте, да, что вам важнее. Потому что от этого зависит какая-то ваша свобода и уход от чего-то сложного. Вот об этом. Не сбивайтесь с цели, дорогие мои, не сбивайтесь с цели. Есть цель, идите к ней. Самое главное, не сомневайтесь. Потому что здесь и сомнения еще могут, и советики от кого-то, которые вот на самом деле отталкивают, оттягивают момент. Вкусный момент. Давайте так. Мы идем к вкусному тортику, да, и не надо, чтобы нас кто-то останавливал. Особенно наши сомнения. Что видят у вас карты? Кто-то вам врет. Врет, сегодня врет. Или около вас человек, который, вот хочется сказать, лживый. С ног до головы. Здесь какие-то, знаете, черные мысли. Здесь какие-то вас подвешивают в чем-то. Если таковые имеются, уходите от них в сторону. Очень много других развлечений в жизни, да, нежели утопать в болоте.
думайте о своей безопасности. Опять. Здесь карты уже 4-й раз предупреждают именно сосредоточиться, возможно, на какой-то своей цели. Эта цель подразумевает также не только безопасность, здесь может быть момент какой-то независимости, свободы, личностного роста и так далее. Здесь все. Вот знаете, чем себя ограничьте? Хорошими, приятными эмоциями, да, пусть даже и детскими. Эмоциями. Неважно, хоть из пластилина лепить, хоть, не знаю, там, танцевать на столе, да, любыми, да, именно ограничьте себя положительными эмоциями. Окружите, вот правильное слово, окружите себя положительными эмоциями. Благодаря вот данной энергии определенно, да, есть какие-то энергии, и в чем мы находимся, того мы и достигаем. Так, если мы будем копаться в какой-то депрессии, в плаче, в слезах, да, ничего оно не будет идти, гора к Магомеду. А если же мы окружим себя чем-то, любовью, лаской, даже пусть это, как говорят, полюби себя, полюбят тебя все, да, там и так далее. Окружи себя чем-то, тогда появится у тебя то-то, но в большем смысле, понимаете? Это может быть счастье, вы любите себя, да, и у вас появилось счастье, например, да, вы окружили себя какими-то обучениями и так далее по какой-то тематике определенной, да, вы получили эту профессию, может быть, даже, или эти знания, определенно вы стали в этом мастер, вы окружили себя депрессивными людьми, те, которые о чем-то воют, стягивают энергию и так далее, вы получаете эти несчастья. Вы думаете, почему я такая разбитая, уставшая, или у меня, да, сыпятся волосы, например, да, крошатся ногти и так далее. Да, потому что вокруг вас именно самый негатив, да, вы находитесь, хочется сказать, в зоне риска. Поэтому здесь момент такой, вот чем вы себя окружаете, то вы и получаете. Здесь выходит в конце туз пентаклей, который в первую очередь говорит о финансах, но в целом эта карта богата всем, да, здесь момент изобилия, внутреннего богатого состояния. Здесь изобилие не только может быть в чем-то денежном, да, здесь может быть это и какие-то внутренние качества человека, да, он что-то для себя взял от этой жизни, он чувствует себя сполна. Здесь какая-то и наполненность, но в большей степени здесь проигрывается, да, может быть и какие-то денежные, материальные заслуги. Здесь, может быть, вы пришли к тому, чего вы ждали, чего вы добивались. Да? Может быть, здесь и в тузе Пентакли также присутствует финансовая независимость или расплата со всеми долгами может тоже идти. Также у кого-то здесь вот как приобретение, пополнение или финансы из разных источников. Так. Это вот этот вот страх, да, что у меня ничего не получится. Или этого не будет. Здесь какое-то недоверие. Здесь какие-то сомнения опять. Даже вот то, что я сейчас говорю, вы сомневаетесь. Вы сомневаетесь. И это опять-таки тормозит ваш путь. Здесь момент есть баланса. Иначе, знаете, даже не баланса, вот у кому-то просто можно заняться именно практиками медитации. Вот просто рекомендуйте, кто ни разу. Возможно, здесь сидят люди, которые, да, не особо в это верят. Вы попробуйте. Пытка не пытка, понимаете? И увидите сами. Здесь из-за недоверия, ну, в целом это все идет. И здесь и недоверие, и какие-то загруженные мысли могут вылазить болячки, могут вылазить болезни, тяжелые состояния, недомогания, недосыпы и так далее. У кого-то здесь зрение, вот как будто бы садится зрение.
Куда-то вы очень часто смотрите, куда не стоит смотреть. Вы, кстати, можете даже смотреть на то, что несет в себе бедность. Это видео, это люди. Вот не зря говорили, кому-то, может быть, говорили, кому-то нет. Вот, да, если немощный человек идет, больной, не стоит туда смотреть, в ту сторону. Не потому что, да, это как-то некрасиво это делать и так далее. Это несет в себе негативные энергии. Это стяг. Или как человек мучается. Когда человек стоит и смотрит пристально на этого человека, который мучается, он стягивает на себя негативную энергию. Разного рода видео негативного характера. Или какие-то грустные, возможно, истории, да, или тяжелые истории. Даже вот чтение книг негативного характера, оно в какой-то степени корректирует вашу судьбу или перекладывается на вас, тоже является стягом. Притом вы можете думать, что это кто-то что-то делает, да, а делать можете вы самостоятельно, сами того не подозревая, почему происходит. Когда ругаются, ссорятся тоже. Даже вот говорят, смотрите на все положительно или смотрите положительные там видео или ситуации, да, где кто-то смеется. Потому что вы берете эту энергию, но вы не забираете у того человека. Здесь происходит энергообмен. Да, человек вас этим заражает. На что вы смотрите? Смехом, счастьем или наоборот. Здесь показывают чего-то вы. Вы, кстати, сейчас будете что-то, знаете, вот как просто пришла как идея, возможно, вы сейчас или сейчас что-то услышали. Или вот резко, внезапно, скоро, да, вы будете менять что-то дома, на себе. Перекладываете куда-то. Знаете, еще очень хорошая такая есть вещь. Это мини такая практика. Вот купите 10 конфеток сладких, но тех конфеток, которые вам бы самой хотелось съесть. И вот попробуйте за один день их всех раздать. Это будет, вам кажется, что это легко, но здесь может кому-то показаться это даже сложным. Это ритуал на то, да, именно. Вот вы идете к своей цели, да, и у вас вот приходят те самые люди, та самая информация, которая вас туда протягивает быстрее. Вот именно 10 сладких конфет. Ну, ясно, что сладких. Ну, может, мятных, да, но все же сладких. Тех, которые бы вам хотелось съесть. И вот попробуйте за один день все эти 10 конфет раздать, угостить. Здесь произойдет такой приятный взаимообмен, энергообмен. Вы увидите вот сразу после данной практики, что у вас все получается и каким-то странным образом, да, здесь почему-то еще показывают родственников, здесь могут, кстати, и родственники резко после этих 10 конфет объявиться, может быть, которые долго не писали, не звонили, да, или вы услышите о них какую-то информацию, а у кого-то здесь именно еще, а у кого-то здесь может быть оповещение о чем-то важном, но при том это не просто важно, да, это информация, которая опять-таки вас протягивает наверх. Это может СМС быть, звонок,
Да, вы добьете желаемого быстро, быстро. Но попробуйте именно все 10 раздать за один день. Если не получилось, вы думаете так легко, но это окажется нелегко. Каждому по одной конфетке. Не получится, и на следующий день еще повторите практику, например, или в другой раз, да, опять 10, и опять за один день всем раздать. Неважно кому, близкие это или незнакомые люди, угостить. Это вам приятное, да. Это вам приятное. Притом, смотрите, данные конфеты вы можете купить без сдачи, то есть оплатить их картой. Или, да, если вам оставят сдачу, вы не берете эту сдачу. Вы берете только конфеты. Это очень интересная практика, и она моментально работает, она быстро работает и эффективно. Притом здесь, знаете, эта практика очень хороша для людей, которые вот тоже еще ищут, например, ищут свое призвание. Простая, легкая практика. Да, и человеку приходит осознание, человеку приходит даже какие-то инсайты, какие-то вот именно такие четкие подсказки. Вот эта практика сыграет для вас интересная. Возможно, вы не верили, но когда вы сделаете данную практику, надеюсь, вы поверите, как это все работает. Давайте дальше смотреть. Под любым видом вы можете подарить. Просто приятное сделать. Но каждому по одной конфетке. Каждому, кого вы угостите, по одной конфетке. Можете написать в комментариях, как вам удалось, легко или сложно. В большинстве случаев сложно. Сложно, а у кого-то легко. Но опять-таки смотрите, если сложно, но все же вам удалось все 10 раздать, да, то этот процесс чуть задержится. Если это было очень легко, то этот процесс мгновенно, резко произойдет, да, или быстро. Вот. Дальше смотрим, что видят у вас карты. Это, кстати, уже старая практика. Очень много старых практик было. Помните, еще вызывали чертей или бабку-матершинницу тоже. Но это не есть хорошо, или домового. Не есть хорошо вызывать. Потом после этого приходят проблемы. Что еще видят у вас карта? Здесь опять какие-то новости приходят. Новости, связанные с вашим повышением. Или вот знаете, как вы молодец, да, вас похвалили, поощрили. После момента, когда все уляжется, что-то уляжется или какая-то ситуация уляжется, успокоится. Вам пока это неизвестно. Пока вы вообще даже об этом не догадываетесь. Здесь, знаете, вы много чем владеете, вы много о чем понимаете, много каких-то знаний знаете. И вот в один момент как-то вот так сработает все, когда сразу опять-таки практика одна вспомнилась, но я попозже расскажу, сейчас я дорасскажу это. Вот вы сами не поймете, как это вы так резко, да, и что-то сказали, или тут какие-то могут действия, возможно, в большей степени, наверное, какая-то речь, слова, диалог и так далее произойти. Внезапно, резко пришла какая-то идея, или что сказать, или что сделать. Да, вы это совершаете. Притом сами себе удивитесь, насколько быстро работает голова. Да, как это я так сообразила вовремя, в час. И вот вспомнила сюда одна такая практика, когда если вы хотите прокачать вашу голову, ваш мозг, чтобы он быстро
работал, схватывал информацию как губка. Да, сами того тоже, опять-таки, когда будете что-то новое изучать после данной практики, вы удивитесь. Притом эта практика как методичка. С одной стороны, вы пишете цифры левой рукой, а с другой одновременно алфавит. Да, и так до 20. Здесь 20 цифр, и здесь алфавит. Далее, сначала вы прописываете 20, потому что букв-то не 20. Вот пишите 1, здесь пишите А. Пишите 2, здесь пишите Б. Постарайтесь одновременно одной рукой двойку писать, а второй букву Б. Не получилось? Продолжаем дальше. И уже на 5-й букве вы будете чувствовать, вот как будто бы я вообще что, в ступоре каком-то. Да? Здесь именно может так произойти, когда застопорится. Вообще вам кажется, что вы дуб. Но на самом деле эта практика, значит, сработала. Продолжаем дальше, напрягаем голову. И потом, буквально вот после одной такой методички, вы уже начнете понимать, что странным образом, да, что у меня, я читаю книгу, и у меня схватывается очень быстрая информация. Да, я ее впитываю просто как губка. Схватываются знания, и потом резко, когда какая-то ситуация, эти знания возникают при том случае, да, при котором они вам нужны. Вот здесь произойдет и без практики это так, да, именно вот та ситуация, о которой я сейчас говорю, что вы сами не поняли, как вы себе сами в чем-то помогли, или же, я бы даже сказала, не помогли, а как вы, вот загрузили вы какое-то видео, а утром вы встаете и знаменитая, понимаете, на весь мир. Сами этого не понимая. Вот тут произойдет что-то таким образом, когда удостоверитесь, как это все работает, удостоверитесь даже, возможно, в раскладе, да, в силе расклада, как это сработало. Здесь вот как на вас очень сильно повлияет, скорее всего, даже сегодняшние слова. Вы, возможно, для себя уже что-то взяли, отложили на заметочку или будете что-то использовать. Я вижу, что человек старается, что-то там делает, использует, пишет, возможно, или записывает, ведет, может быть, какой-то дневничок, да, тетрадочку. Здесь прояснение пойдет какое-то, здесь выбор сразу появится какой-то. Здесь момент, когда у вас получается многое все и сразу. Вот как вы хотите, да, вот в принципе вы любите, да кто не любит, да, все и сразу, или много всего, да, или много радостей одновременно. Вот здесь вот такое вот идет в одночасье. Но здесь человек, который контролирует свои эмоции. Притом, знаете, вы будете, контролируя себя, вы будете не понимать в недоумении, как так могло случиться. Возможно, вспомните сегодняшний расклад, о чем я говорила. Почему-то сюда идет информация, мне в одиночестве не страшно. Я не боюсь. У меня будет много. Много или получится чего-то лучшего. Да, меня никто не пугает. Вот какое-то такое. Здесь могут быть переживания об одиночестве, но здесь кто-то уверенно заявляет, что я не боюсь его. Даже, возможно, будет такой переход, когда вы боялись, и на следующий день вы просыпаетесь, и вы понимаете, что вы этого не боитесь. Переоценка ценностей. Кстати, вам кто-то полюбится или вы влюбитесь сами. Но здесь такое легкое временное состояние. Вы влюбитесь. Здесь вы будете находиться в каком-то обществе, где вам понравится какой-то человек. Но не стоит здесь... Здесь именно вы почувствуете приток такой энергии любви, энергии, вот знаете, такого эйфории какой-то, радости.
Не знаю, чего вы там съедите или выпьете, но здесь такое состояние, знаете, влюбленности, влюбчивости. У кого-то здесь может быть материально, здесь вы влюбитесь даже в какой-то предмет или пойдете в магазин. Вот так страшно вам понравилось какое-то платье, что вы в него влюбились, но это временно. Потом пройдет какое-то время, вы понимаете, чего это со мной было. Знаете, вот как Амур стрелочкой воткнул вот это на День Святого Валентина, да, и в глазах сердечки. Вот как во что-то вы влюбитесь, чем-то вы загоритесь, но вы поймете, опять-таки, хорошо, что, да, там я с ума не сошла на этой почве. Или хорошо, что я не купила это платье, потому что понимаю, что оно мне не нравится уже сегодня. Вот это какой-то такой временный фук. Я говорю вам для чего? Для того, чтобы вы удостоверились в информации. Как резонация. И здесь человек переборет в себе страх. Вот я как говорила, вот страх, даже не страх, а вот это сомнение. Вот это сомнение вы в себе переборете. Вот я сейчас только произнесла, говорю, я вам говорю ради чего? Ради того, чтобы, да, подтвердить. Вот когда это сбудется, вы потом воочию поймете, как расклады работают, как все это проигрывается в вашей жизни. И здесь вот прям вы потеряете вот этот вот недоверие, сомнение, вот так это назовем. Здесь сомнения, вы переборете какие-то сомнения. Возможно, даже из-за того, что произойдет вот это. Можете в комментариях делиться, все читают. Вы увидите на самом деле, как работают расклады, как они отражаются на вашей жизни. Можете внизу написать. Поделиться с нами, потому что зачастую зрители все читают, не все, почти, да, может быть, все, читают комментарии. Как практики работают, какие практики работают, с чем. Волшебная ручка, может быть, да, или волшебную ручку я практику уже прикрепила в телеграм-канале, можете туда перейти, посмотреть в закрепленных. Практика волшебной ручки. Очень интересная практика и очень интересным способом находятся ручки. Вы знаете, здесь показывают, когда не просто что-то сработало, да, оно повлияло, во-первых, на состояние самочувствия, здесь по здоровью может, да, быть, что-то было плохо, стало хорошо, да, или улучшение состояния здоровья. Вы почувствуете по состоянию здоровья кто-то, в большинстве случаев, так еще скажу, а кто-то по улучшению качества жизни. Здесь момент финансовый. Здесь момент притяжения каких-то материальных благ и денег. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.